Здравствуйте, невероятные белорусы! Меня зовут Марина Никандрина. Я представляю проект фонда «Страна для жизни. Вернемся в правовое русло». Сегодня я расскажу о формах задержания и дам некоторые рекомендации, как себя вести во время задержания и после, чтобы минимизировать последствия. Первая форма – административное задержание, например, на марше района, либо во дворе на чаепитии. При этом обычно сотрудники не представляются, хватают людей и везут в ближайший РУВД для составления протокола. Из РУВД могут отпустить, либо отвезут в ЦИП на Окрестино, либо в Жодино на ИВС. В течение 72 часов, если не выпустили, будет суд, на котором назначат административный арест, который в народе называют сутки, либо штраф. Штраф обязательно нужно обжаловать. Во-первых, его могут отменить, а если нет, то как минимум оплату вы отложите на определенный срок. Не торопитесь обжаловать в день суда. У вас есть 10 дней с момента вынесения постановления. Еще можно обратиться с ходатайством в суд за отсрочкой либо рассрочкой оплаты штрафа. Шаблоны заявлений для обжалования, постановления суда и другие формы документов, которые вам, увы, могут пригодиться, вы найдете в описании к этому видео. По обжалованию постановления, если вам назначили административный арест, не все так однозначно. Если вам присудили 10 суток, есть вероятность, что ваша жалоба будет рассмотрена уже после освобождения. Второй вид задержания – вы занимаете активную позицию и вас задерживают не на акции, а рядом с домом, либо дома. Часто для задержания и обыска приходят сотрудники Департамента финансовых расследований. Это не значит, что вас привлекут за какие-либо финансовые или экономические преступления. Просто в Следственном комитете не хватает людей, и они обращаются в ДФР с запросами оказать содействие в проведении следственных действий. Эти сотрудники обычно представляются, показывают удостоверение и приводят к себе в ДФР, но чаще всего не оформляют протокол задержания и не озвучивают человеку его статус, свидетель он, обвиняемый или подозреваемый. При этом адвоката не пускают, объясняя, что человек не имеет статуса и с ним не проводятся никакие следственные действия. Получается, что люди по 10 часов находятся в ДФР добровольно. Несколько советов, как себя вести во время задержания. Постарайтесь не паниковать и взять себя в руки. Не сопротивляйтесь, так как за неповиновение могут увеличить срок административного ареста. Уточните, кто и по какому поводу вас задерживает. Постарайтесь сообщить это тем, кто рядом с вами. Если люди незнакомые, еще вашу фамилию. Запомните место и время вашего задержания. Срок административного задержания не может превышать 72 часа. Просите, чтобы вам был озвучен статус, и при необходимости требуйте защитника. Если вам предъявили статус обвиняемого или подозреваемого, то на допросе вы можете воспользоваться статьей 27 Конституции и не свидетельствовать против себя или своих родных. Но лучше говорить «не понимаю, о чем вы» или «не помню». В рамках действующего законодательства вы не обязаны отдавать телефон, пока не оформят протокол изъятия. Внимательно ознакомьтесь с документами, которые вам дойдут подписывать. При несогласии с протоколом не отказывайтесь от подписания, а в нем же изложите свою позицию. И еще, требуйте копию протокола. Сложно, конечно, говорить о праве в той стране, где дают штраф за чаепитие во дворе, протест с зефиркой или за красно-белые шторы. И знание прав не всегда помогает в бесправном государстве. Но есть сотрудники, которые хотят соблюдать закон, и им просто нужно напомнить об этом. Увы, в Беларуси есть еще одна форма задержания, которая не вписывается ни в правовое, ни в человеческое поле. Его можно квалифицировать как похищение. Подходят люди в масках, в лучшем случае просят пройти микроавтобус, а чаще затаскивают в него силой. Там надевают мешок на голову, при этом говорят «не волнуйтесь, мы из милиции» и приводят на допрос. И здесь совет не тем, кого задерживают, а напоминание тем, кто нарушает закон. Мешок на голове не вписывается в правовое русло, но вы понимаете, что этот правовой беспредел закончится и вас будут судить. Вам сейчас выбирать, по какому пути вы пойдете. И последнее. Выполняя особо зверский приказ, не забывайте, смертную казнь в Беларуси еще не отменили. Активистам же хочу сказать огромное спасибо, ведь с каждым днем мы все ближе и ближе к нашей победе. Живе Беларусь!